Это был конец теплого сентября. И хотя душа уже рвалась в ближайший коряжник ловить щуку, но предыдущая успешная рыбалка на этом участке реки по Головлю заставила меня вернуться. Хотя я уже считал, что Гильштейн с белым хищником я уже закрыл. Да, кроме этого у меня появился новый перспективный воблерок от Lure Max. В общем, зуд в душе и воблер в кармане победили. Что я не учел? Мелочь. Всего-то настоящий тропический ливень накануне, превративший нашу скромную речку в мутноватый аппетитный бульон цвета капучино. Вода реально потеряла прозрачность так основательно, что кажется, в ней можно было варить суп. Мой новенький воблер, такой яркий для меня, для рыб превратился в невидимку. Друзья, всем привет! Сегодня опять на реке. Помните, я вам говорил на прошлой рыбалке, что это было завершение сезона по белому хищнику. Так вот, я вас обманул. Завершение, похоже, будет сегодня. Сентябрь у нас становился довольно теплый, поэтому прям сам Бог велел ехать на реку ловить головля, жереха. Ну а может быть и щуку. Посмотрим, как получится. Итак, погнали! В общем, тактика сегодня будет следующая. Почти как и в прошлый раз. Я заплыл высоко вверх по течению, еще дальше, чем на прошлой рыбалке. И буду сплавляться и прокидывать места. Но точно остановлюсь на нескольких точках, которые я в прошлый раз вычислил. И попробую там, возможно, поусиленнее что-то покидать. Разные приманочки. Погода у нас теплая. Сегодня будет, по-моему, в районе 24-25 что-то градусов. Вот, давление более-менее стабильное. Да и ветер не особо сильный. Вчера был, правда, такой достаточно холодный день по сравнению с сегодняшним. Было облачно, ветер сильный дул. Ну и так 17 градусов тепла было днем. Сегодня все гораздо теплее. Но сейчас утром, конечно, зябко. Я поэтому и не рассчитываю сейчас, что прям клев начнется с самого утра. Скорее всего, когда уже солнышко зайдет повыше. Что-то мелкое вылетел, да я даже не понял, что это. То ли окунь, то ли голавль. Не сошло. Но все-таки как-то и работает, хоть сегодня, конечно, условия тяжелые. Вчера дождь прошел. Вода мутная. Несет много травы. Видимость в воде плохая. Головлю, конечно, тяжело приманку видеть. Это воблер от Lure Max, называется он Горлетта 45S, весит 4,2 грамма. Воблер тонущий, разработан специально для течения. Один из немногих воблеров, который вот держишь в руках и понимаешь, что он будет ловить. Все как-то сделано аккуратно, форма подобрана. И расцветочка такая под натуралочку. В общем, игра мне у него понравилась. Струю держит. В общем, на течении играет хорошо.
Да, ух, топил как. Красава. Как настоящий голавль. Ух, вот это бьет. Работал у нас Гарлета. Красивый. Иди сюда, дружок. Смотрите какой. Красавчик. Не особо крупный, но приятненький. Удар такой был мощный. Ну вот резвый голавлик соблазнился на такую небольшую миножку. Это у нас Гарлета от Lure Max. Интересно такой воблерок. Мне понравился. И равномерка работает, и Twitch тоже. О, блин. Все, давай. Так, ну вот это как раз точка, где я хотел остановиться, потому что здесь головля я уже ловил. Головль тут был. Но сейчас уже надо переплывать. Одного я достал отсюда. Думаю, еще вот тут где-то надо половить. Тут несколько точек подряд будет. Теперь плывем по другой бережок. Вот такой интересный воблерок от Lure Max. Называется он Kabuta 38F. СРовский 3,8 грамма весит. Вот, для такого формата летает очень прилично. Мне нравится расцветочка такая с голубым. Вот я заметил, головлю нравится. Лопатка довольно широкая и короткая. И с таким углом тупым, скажем так. Заглубление небольшое, игра интересная. В общем, воблерок рабочий, уже разловлен. Посмотрим, что у нас тут. Кто живет под тем берегом? Ай-яй. Кто у нас? Ой, какой маленький.
Вообще мини-голавлик. Поставил кабута. Кренк. Я думал, кренки уже не работают. Кстати, его уже кто-то ловил, глаз подранный. Да? А он идет чуть глубже. Я вот так гляжу, из-за того, что вода мутная, рыбы не видно. И она, похоже, чуть глубже стоит. Давай, гони. Поэтому приманочки более глубокие, наверное, нужны. Вполне возможно. Пока не буду утверждать, но мысль такая есть. Что голавль стоит немного глубже. Финал рыбалки был закономерен. Но гельштальт по мутной воде я все же закрыл по своей уникальной методике слепого тыка. Главный вывод дня: иногда река дает не рыбу, а повод посмеяться над собой. Однако новый воблер был все-таки разловлен, несмотря на тяжелейшие условия. Ну а рыбалка — это не только про рыбу. Это про надежду, которая ярче любого воблера, про умение смеяться над мутной водой и над собой, и про священную уверенность, что в следующий раз уж точно повезет. А гельштальты, они как сезоны, созданы для того, чтобы их открывать заново. Главное, не забыть учесть прогноз погоды, ну или хотя бы выглянуть в окно. Что ж, до следующего зуда, друзья.